Ребята, всем доброе утро! Приветствую вас на своем канале. Пусть ваш день будет сегодня продуктивным, мирным, просто замечательным. Хочу сегодня показать вам тут новые распуски. Их немного, но они есть и они удивительные. И посмотрим, что еще цветет. Кондиционер дует, и орхидеи получают такую необходимую для них прохладу в летний день. Друзья мои, уже отцветают орхидеи, теряют привлекательность. Летнее цветение очень скромное. И видите, от высоких температур как теряется пигмент. Посмотрите, это Санта-Клаус. Он вообще обычно такой в зимнее цветение насыщенный цвет имеет. И посмотрите, как он на южной стороне, хотя притенения солнца немного, это от высоких температур, как он теряет пигмент. Так, здесь уже доцветает моя красавица кимоно. Все, скоро уже этот цветонос будет срезаться. Будет орхидея отдыхать, но она, в принципе, отдыхать не хочет. Она уже растит лист, корни, молодец. Так, порадовал меня сегодня вот этот малыш, которого я недавно отделила от этой прекрасной орхидеи фаленопсиса Тамара. Вот еще один растет. Почему я его сняла? Можно было бы еще немножко, чтобы он повисел и покормился от материнского растения. Но я решила, что нужно дать возможность пойти в рост второй детки. И так оно и случилось. Вот смотрите, вторая детка, это все детки, полученные от цитокининовой пасты. Кстати, вот вторая, а вот третья. Девчонки там просят меня: Аня, а можно забронировать? Девочки, я пока не бронирую ничего, не продаю, потому что еще неизвестно, как эти детки адаптируются у меня. Поэтому вот пока они у меня учатся самостоятельной жизни. Ну, это очень красивый фаленопсис, пилоричный, очень интересный. Был вопрос по поводу того, когда мазать пастой цитокининовой почки. Во время цветения орхидеи или после? Ребят, я это делала во время цветения. Как правильно, не подскажу вам, но мне кажется, цветению это никак не помешало. Другой вопрос, что не в первый год у меня начался, ну, как бы ожили почки после промазывания этой фитогормональной пастой. Они ожили, появились какие-то странности на них. Детки именно начали так вот формироваться, уже прям появились корешки и листики уже только на второй год. Как-то этот процесс не быстрый мне показался. Что-то, может, я делаю неправильно, но детки растут. И вот здесь я вижу вот прям сегодня, что и вот здесь какой-то процесс пошел. Но это прошел ровно год после намазывания. Представляете, ровно год. А что меня порадовало у детки, а то, что после посадки в плагрон я сегодня увидела вот уже внизу корешок. Видите, как здорово. То есть рост корней идет. И это меня устраивает, и я рада, что она потихонечку адаптируется. Такая молодец. Вот еще одна детка от моей Джулии. Я ее сняла недавно. Немножечко у нее сложнее происходит адаптация к этой посадке и к самостоятельной жизни. Видите, у нее схлопнутый вот этот листик, но это можно поправить. Мы с вами уже такие вещи проделывали. Нужно взять влажный спонж или просто руки смочить и провести по этому краешку листика. Он, кстати, вот такой волнистый, и он должен открыться. Сейчас мы с вами это проделаем. Кстати, у меня есть орхидея, которую мы точно так же с вами открывали центральный лист. И что вы думаете? Она его вырастила такой приличный, и следующий лист вырос, и тоже такой же закрытый. Сейчас я возьму, пойду ватную палочку, немножко водички, и мы попробуем с вами произвести этот
такой ритуал по открытию склеенного листика фаленопсиса. Сейчас мы это сделаем. Я немножечко тут место освобожу, и мы с вами проделаем эту процедуру. Вот у меня есть ватная палочка, водичка в стакане, намочим ватную палочку и вот так будем, ребята, проводить. Джулия вообще такая, не такая, как все. Кто-то, у нее очень тонкий листик, но смотрите, она пока не реагирует на эти водные процедуры. Видите? У нее как-то так рюшистый край листика, посмотрите. Но, по-моему, он начинает уже открываться, нет? Или мне так кажется? Давайте еще поделаем так. Ну, Джулия, ты не такая, как все. Ну. А ну. О, интересно. Но я хочу добиться результата. Я еще смачиваю. Удивительно будет, если Джулия не откроет свой листик. Девочки, удивительно, у меня такое впервые. Обычно только касаешься и сразу же... Ой, что я показываю? Только касаешься и сразу же листик открывается. Джулия не хочет. Ну что делать? Ждать, пока она подрастет? Смотрите, я все лью ей воду, а она не реагирует. Вот вам исключение из правил. Фаленопсис артисто Джулия. Она не хочет открывать свой лист. Представляете? Я уже столько воды налила. Как быть? Оставим все как есть? Нет, она не захотела. Девочки, она не захотела открыть свой лист. Проверенный рабочий способ, который не на всех орхидеях работает. Вот и все. Конкретно на Джулии он не сработал. Давайте возьмем другую орхидею, которая с такой же историей. Вот, мы с вами открывали вот этот лист. Он уже вот такой большой. Видите? Вы помните, как он открылся? Так, Джулию немножечко отодвинем. И вот этот лист открылся, и у него начался очень быстрый, стремительный рост. Но следующий лист опять идет вот такой же, видите, склеенный. Вот. Что это за орхидея? Где ее паспорт? Это Шлериана Саммер. Вот у нее каждый лист. Дело в том, что не каждый, именно предыдущие листья, вот этот маленький, адаптационный, который у меня вырос после покупки, вот этот кругленький, он без проблем открылся. Но вот этот, который вы видите на своих экранах, мы его расклеивали. Давайте попробуем этот тоже расклеить вот таким же способом, как мы расклеивали Джулию. Я думаю, что это связано с низкой влажностью, которая сейчас у нас. И, возможно, из-за того, что низкая влажность, орхидеи не реагируют на подобные, на этот метод. Ну что? Вы видите, что происходит? А ничего не происходит и здесь. Вот так, ребята. Высокие температуры, в низкую влажность, этот метод работать не хочет. Представляете? Ни на той орхидее, ни на этой. Что
Что вы думаете по этому поводу? Видите? Лист не открывается. Очень странно. Когда была температура воздуха окружающего ниже 23 градуса. О, открылся. Когда была температура ниже, открывались охотнее. То есть видите, как зависит от температурного режима. Я это связываю только с температурным режимом. А Джулия так уже и постояла и не открыла лист. Давайте еще раз попробуем. Этот открывается, и он быстрее начнет расти. А Джулия не желает открываться. Она так плотно держит закрытым этот свой листик новый, что, видимо, не пускает туда влагу и не открывается. Не хочет. Может, нам повезет сегодня. Мне хотелось бы его открыть, чтобы он начал получать фотосинтез в полном объеме. Вот это теперь будет хорошо расти, точно так же, как его предыдущий лист, с большей скоростью. Но с Джулией, девочки, я не могу справиться. Вот вам и все. Вот вам и все. Что скажете? Оставляем ее в покое. Будем смотреть, что будет дальше. Прям удивительно. Надо вылить на нее стакан воды. Уже столько воды ей залила в середину. Но лист не поддается. Лист не поддается. Джулия не реагирует. Странно. Ладно. В общем-то, вот такие сегодня эксперименты мы с вами провели. Здесь у нас эксперимент прошел удачно. Не сразу, но листик открылся. А Джулия, вредина, не захотела нам листик открывать. Слушайте, я прям не могу успокоиться. Почему? Почему так происходит? Давайте еще пару таких движений. Не желает. У нее листва очень мягкая. Может быть, с этим связано. И листья сейчас немного, они в тургоре, но не в таком тургоре, как хотелось бы, потому что она еще адаптируется. Но лист, я вижу, растет. Он был меньше, когда я ее сняла с мамки и посадила, он был намного меньше, он подрос. Но пока он не открывается, ребята, не знаю. Так, и кто же тут у меня еще цветет? Отвлечемся от темы открытия склеенных листиков. Вот здесь у меня вот такой медовый красавчик. Это называется... Как он называется, девчонки? Розовые щечки или золотой румянец. Ну, красивые новые цветочки. Те, которые пораньше открылись, уже выгорели. И сейчас покажу вам возле Тамары. Вот такая у меня тут интересная орхидея, которую я вам уже показывала, первый открывшийся цветок. Но вы никогда ее не узнаете. Она в этих высоких летних температурах абсолютно по-другому окрасила свои цветы. Это Измаэли. Покупалась совершенно в другой расцветке. И вот ее первый цветонос домашний. Она еще не пересажена. Я ее пониже
опущу на полку, чтобы рассмотреть. Я сама еще ее толком не смотрела. Я хорошо рассмотрела первый открывшийся бутон и немного даже, ну не то что расстроилась, я знаю, что это все временное явление, и каждое цветение может быть по-другому представлено. Ну вот смотрите, как оно представлено сейчас в 30 градусов. Я охлаждаю кондиционером до 26 здесь, но ночью тут, конечно, прохладно. Но вот так вот она у меня цветет. Вот в таких красках Измаэли. Вот так она выглядит. Не так, как обычно. Она сейчас так, как простушечка выглядит. Вырастила у меня уже листик. Тяжеленькая. Я их недавно поливала. Все в порядке. Вот такая вот красотка на летнем солнышке. Пигмента пожалела. И у нее такое летнее цветение на 5 цветочков, но они такие нежные, такой летний сарафанчик. Так, здесь рядом не менее привлекательная каменная роза. Тоши уже отцветает, вижу здесь. Уже просто все, цветы уже теряют свою декоративность. Вот второй цветонос каменной розы. Ой, он аж холодный, ребята. Кондиционер-то дует у нас 18 градусов выдувает, да? И вот я прям здесь поток воздуха, прям цветоносы ледяные. Ну ничего, нормально. Листья, кстати, тоже холодные. Уже выше не поднимаются мои жалюзи кондиционера. Так, здесь вот эта красота. Боже, здесь прям холодно. Так, это у нас что? Это у нас еще один цветонос каменной розы. В общем, каменная роза у меня сейчас прямо в полном таком цветении. Так, а это скрипка продолжает цвести. Ой, ну это прям Тамара красавица. И сейчас я вам покажу новый распуск, который у меня здесь на полочке. Так, продолжает биглипчик цвести. Мы, девочки, сразу покажу. После пересадки мы с вами его пересадили. О, после пересадки сразу пошел новый листик. Помните нашу пересадку в закрытую систему с добавлением коры и живого мха? Вот так вот это выглядит. И у нас пошел процесс. Хо-хо-хо. Видите новый лист из середины? Вот так вот. Ему понравилось. А корни? Активность по корням пока, ну, есть она, но я сейчас, конечно, его у стенок горшка нет, но вон вижу активный корень. Вон там, видите? Короче, он заактивничал. Заактивничал, красавчик. Все нормально у него. Все нормально. Это вот мы с вами делаем ревизию наших пересаженных орхидей. Цветы не сбросил ни одного после пересадки. Лист появился новый. По корням активность появилась. Окей. Как поливаю? Просто доливаю вниз водички. Вот где-то на сантиметр. И вот эти фитили из мха поднимают и распространяют воду по всему горшку. Так, и кто же нас тут сегодня порадовал? Так, где я поставила эту орхидею? Я с ней сегодня все утро ходила, любовалась, ребята, любовалась. О, ты где, красавчик? Красавчик, ты где? Я так любовалась тобой. Сейчас найду. А, вот он, господи. Он такой маленький, такой интересненький, что я его потеряла. Девчонки, смотрите. Это Леолин Blue Parrot. Вот он вот так вот цветет у меня. И вкусненько ароматит. Заценили размер на фоне Юкидана? На фоне Юкидана. Так, а как мне вот нету, солнышко уже убежало. Хочу его на солнышке показать. Уже ушло солнышко. Вот такой вот интересный, ребят. Ну просто мимимишный. У него тут два цветоноса.
И вот еще 2 бутона дует. Видите, вот здесь 2 бутона. И тут тоже несколько бутонов. Это его первое цветение. Вот такой фаленопсис от Леолин. Пахнет очень приятно. Сейчас вам скажу. Да, он какой-то вот такой, у него не ягодный, а такой больше цветочный аромат. Интересный. И посмотрите, какая у него интересная окраска. Чем-то он похож на тетрасписы формы цветочка, да? И вот такая интересная окраска. Губка у него тоже как у тетрасписов. Я прям сегодня так порадовалась, думаю, кто-то у меня такой красивый. А это вот этот Леолин Blue Parrot. Он такой прикольный. Ну, махонький. Вот я поставлю руку, и вы увидите на фоне руки. Видите? Какой маленький. Ну вот даже на фоне стандартного фаленопсиса он выглядит вот так. Видите, нам не указывают, хотя иногда и указывают размеры цветка, но реже указывают, чаще не указывают. Потому что если вот Юкидан в продаже, какой-то крупноцвет, голландский там или азиатский, и который размерами восхищает, размер указывается. А вот эти коллекционные размеры не пишут. Надо самим искать каталоги и самим смотреть. Но я думаю, когда будет много таких цветочков, будет, наверное, это интереснее. Но где-то, девчонки, пока он еще полностью не открылся, хотя я думаю, что он вряд ли еще больше откроется, может чуть-чуть, то он, наверное, будет где-то сантиметра, ну не будет 1,5 сантиметра, будет, наверное, а может и будет 1,5 сантиметра, может и будет по диагонали, если сделать такой вот. Обратная сторона такая белесая, ну интересный. Вот он мне чем-то напоминает мою Модесту, природную орхидею, но у нее еще меньше цветочек, но очень ароматный. Вот они такие маленькие цветочки, но они очень ароматные. В общем, вы запомнили. Леолин Blue Parrot, сам на себя, на Леолин Blue Parrot. Вот так вот. Вот такой вот Леолин. Это то, что я вам хотела сегодня показать, кто у меня распустился. Ну вот он типа blue, но на самом деле это фиолетовый цвет. Все, что называют blue, это больше все фиолетовый. В общем, вот такие дела, девчонки и мальчишки. Все вот так вот еще цветет, радует, еще доцветает. О, кстати, уже моя красавица Magic Art, волшебное искусство, уже тоже доцветает. Дует уже, как я и говорила, немногочисленные бутоны мой пениф. Здесь вот он уже сворачивает на этом цветоносе свое цветение. Желтит листики пират. Вот так он здесь у меня цветет. Показывала я вам этот большой длинный цветонос. Так, все меня спрашивают часто про моего кота. Он доращивает, вижу, бутоны. Здесь он у меня красавчик. Да, вот тут, смотрите, вот один бутон. И вот второй. Но котик это вообще наш любимчик. Красавчик. Он тоже, кстати, Леолин, да? Тот же садовник, что и предыдущая орхидея, которая Parrot, Blue Parrot, так и вот кот. Хорошенький наш любимчик. Так, Сейн здесь еще цветет. Желточек мой тоже решил дорастить бутончик. Такая вот приятность. В общем, друзья мои, вот такие вот наши дела, наши распуски. Здесь у меня порхают бабочки, вот эти желтенькие в горшочках. Здесь цветочки. И вот они собирают
насекомых. Видите? С двух сторон, если есть какое-то насекомое, вот эти цветочки, ловушечки эти очень хорошо справляются механически, вылавливают в грунте насекомых. Вот здесь тоже кого-то мы поймали. А кто это? Я не знаю. Какой-то маленький проказник. В общем, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего. И вот еще раз вам покажу эту красоту. Обнимашки. Пока-пока. До новых встреч на канале. Спасибо за лайк и за добрый комментарий.